Ислам, вторая по числу последователей религия на земле, возникает в VII веке из региона, который многие тогда считали захолустьем – пустынной Аравии. Его основатель – Мухаммед, купец, родившийся около 570 года в городе Мекка. Около 610 года в пещере Хира он получает серию откровений от ангела Джибриля, в Библии известного как Гавриил. Эти откровения впоследствии станут основой священной книги Корана. Духовная истинность послания Мухаммеда – вопрос веры. Но его жизнь и влияние его учения окажут глубочайшее историческое воздействие. Поначалу Мухаммед проповедует тайно, узкому кругу родных и друзей в Мекке. Его послание сосредоточено на единобожии, необходимости нравственного обновления и понятии ислам, покорности Богу. Со временем последователей этой новой веры станут называть мусульманами. Затем Мухаммед начинает проповедовать публично и приобретает преданных последователей, известных как сахаба, сподвижники. Проповедь Мухаммеда приводит его к конфликту с членами его собственного племени курайшитами. Вскоре обе стороны вступают в открытую войну. В это время начинает формироваться понятие джихада, которому приписываются два значения. Первое – это стремление жить в соответствии с Божьей волей через личное усилие и нравственную целостность. Второе – вооруженная борьба, которую считают дозволенной по воле Аллаха. После многолетнего противостояния с курайшитами Мухаммед и его последователи берут верх. И к моменту смерти Мухаммеда в 632 году значительная часть Аравии присоединяется к основанному им движению. Одного из ближайших сподвижников Мухаммеда, Абу Бакра, избирают первым халифом, преемником пророка. И именно под его руководством, а затем и его преемников, ислам вырвется за пределы Аравии, чтобы преобразить Ближний Восток и земли далеко за его пределами. Абу Бакр и его преемник Умар направляют арабские армии против двух великих держав эпохи – Сасанидской империи и Восточной Римской Византийской империи. Обе измотаны десятилетиями взаимных войн. И арабские армии обрушиваются на них, как гром с небес. Один за другим великие города Леванта, Сирии, Египта и Персии переходят под контроль мусульман. Население этих земель преимущественно христиане, иудеи и зороастрийцы. Эти иноверцы рассматриваются новыми арабскими правителями как подданные и платят налоги, но им дозволено свободно исповедовать свою религию. Насильственных обращений сравнительно немного. Активная проповедь ислама также ограничена, поэтому религия сначала распространяется медленно. До сих пор Коран существовал главным образом как устная традиция, подкрепляемая различными письменными записями. Но при халифе Усмане Коран был сведен в единый текст. Этот свод остается основой священной книги, используемой по всему миру и сегодня. В 656 году Усман был убит. Двоюродный брат и зять пророка Али избирается новым халифом. Но часть общины поддерживает двоюродного брата Усмана, сирийского наместника Муавию. Этот конфликт приводит к первой фитне – гражданской войне в мусульманской общине.
Она лежит в основе последующего разделения мусульман на шиитов и суннитов. Шиа от Шиат Али, сторонники Али. Сунниты от Ахль ас-Сунна, люди Сунны, пути пророка. В 661 году Али был убит группой хариджитов. Династия Омейядов захватывает власть и переносит столицу халифата в Дамаск. В 680 году восстание сына Али Хусейна завершается в Кербеле, где он и его небольшой отряд гибнут от рук войск Омейядов. Это ключевой момент превращения шиизма из политического движения в самостоятельную ветвь ислама. Шииты будут искать руководство у прямых потомков Мухаммеда, сунниты будут обращаться к образцовой эпохе пророка и его сподвижников. Исламский мир, расколотый враждующими группировками, погружается во вторую фитну. Но спустя 12 лет гражданских войн и смут последуют новые великие завоевания. К 692 году омейяды восстанавливают контроль над арабским халифатом и возобновляют завоевание Северной Африки. Ислам быстро распространяется среди берберских племен. Именно берберский неофит Тарик ведет войска омейядов в Иберию. По пути его именем называют Джабаль-Тарик, скалу Тарика, от которой и произошло название Гибралтар. Он разбивает вестготского короля Родериха и затем завоевывает значительную часть Испании. Омейядский халифат теперь простирается от Атлантического побережья до территории современного Пакистана. Однако большинство его населения остается не мусульманами. Но теперь по Северной Африке, в Персии и в Средней Азии растет число новообращенных, известных как мавали. Арабская элита относится к ним как к людям второго сорта, что разжигает недовольство. И в 747 году в Хорасане вспыхивает восстание. Род аббасидов, возводивший свое происхождение к дяде пророка, Аль-Аббасу, заявляет претензии на руководство этим восстанием. В 750 году они разбивают омейядов у реки Большой Заб, а затем почти полностью истребляют династию. Лишь один принц из рода омейядов, Абд ар-Рахман, спасается в Аль-Андалус, где в 756 году он учреждает независимый Кордовский эмират. Аббасиды строят новую столицу – Багдад, который становится крупным центром учености. Начинается расцвет золотого века ислама, времени выдающихся достижений в математике, астрономии, медицине и инженерии. Шиизм к этому времени, уже полностью оформившаяся ветвь ислама, продолжает распространяться по халифату, несмотря на эпизодические преследования со стороны его суннитских правителей. Внутри шиизма формируются течения, включая шиизм двунадесятников, иммамитов, иснаашаритов, исмаилизм и заидизм. В этот период появляются суфийские движения, сосредоточенные на внутренней духовности и отрешении от мирских забот, хотя их ранняя история остается не вполне ясной. К X веку значительная часть Персии, Египта и Сирии принимает ислам. Принятие ислама давало не только духовные, но и практические выгоды. Исповедание веры правящей элиты открывало преимущества в торговле, установлении связей и социальном статусе.
Однако эти регионы сохраняли религиозное разнообразие с крупными христианскими и еврейскими общинами, а также рядом меньших конфессий. На протяжении многих лет мусульманские торговцы пересекают полузасушливый регион, известный как Сахель, двигаясь к югу от Сахары. Среди их покупок – порабощенные африканцы, которых продают по всему халифату. Следуя этим торговым путям, ислам постепенно распространяется на юг. Со временем, по мере принятия ислама правителями и элитами, такие города, как Тимбукту, Гао и Кано, становятся центрами исламского образования и культуры. Мусульманские купцы также пересекают Аравийское море и создают торговые опорные пункты вдоль восточноафриканского побережья на территории современных Кении, Танзании и Занзибара. Эти порты превращаются в торговые узлы, соединяя Восточную Африку с морским шелковым путем в Индийском океане. Подобные сложные, протяженные торговые сети, частью которых был и знаменитый Великий Шелковый путь, способствовали дальнейшему распространению ислама вглубь Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. В Центральной Азии полукочевое тюркское племя, известное как сельджуки, принимает ислам под руководством своего вождя Сельджука. Сельджуки создают собственную империю на просторах Ближнего Востока, покоряя город за городом. В 1055 году они захватывают Багдад и становятся фактическими правителями исламского халифата. При сельджуках политическая власть отделяется от религиозного авторитета. Султаны держат в своих руках военную и политическую силу, а религиозное руководство остается за халифами и исламскими учеными-богословами улемами. В 1071 году сельджукский султан Алп-Арслан одерживает победу над Византийской империей при Манцикерте, открыв путь мусульманскому завоеванию Анатолии. Но христианский мир наносит ответный удар. Папа Урбан II призывает к святой войне за освобождение Святой Земли, и в 1099 году крестоносцы штурмом берут Иерусалим. В регионе возникает государство крестоносцев, но они остаются смешанными по вероисповеданию. Это время политической раздробленности мусульманского мира. Большая часть прежней империи переходит под власть региональных династий и религиозных течений – сельджуки, газневиды, альморавиды и фатимиды. Но к XII веку курдский полководец, известный как Салах ад-Дин, добивается объединения Египта, Сирии и Месопотамии. В 1187 году он отвоевывает Иерусалим. Престижная победа Саладина и поворотный пункт в войне с крестоносцами. С VIII века мусульманские купцы и суфийские мистики путешествуют по шелковым путям вглубь Центральной и Восточной Азии. И число обращенных в ислам неуклонно растет. Среди них Берке-хан, внук монгольского завоевателя Чингисхана. Говорят, что Берке встретил у Бухары караван мусульманских купцов и был тронут их благочестием. Пока что большинство монголов сохраняет верность своим анимистическим верованиям. В 1258 году двоюродный брат Берке, Хулагу, начинает опустошительный поход против мусульманских земель, что приводит к разрушению Багдада и казни халифа. Но со временем исламская вера и культура покорят монголов.
Менее чем через столетие 3 крупнейших монгольских ханства от Руси до Индии принимают ислам как новую религию. В Юго-Восточной Азии столетия контактов с мусульманскими торговцами тоже ускоряют распространение ислама. Около 1267 года на острове Суматра возникает султанат Самудра-Пасай, центр исламской учености и торговли. В это же время в Румском султанате появляется новый суфийский тарикат – орден Мевлеви, прославившийся ритуалом танца дервишей в поисках духовного просветления. Его популярность неуклонно растет. В XIV веке разгорается борьба династий за власть над сердцем мусульманского мира. Мамлюки в Египте, Ильханат в Персии и многочисленные тюркские государства Анатолии. Из одного из них вскоре вырастет, быть может, величайшая из мусульманских империй. В XIV столетии начинается восхождение новой могущественной мусульманской державы. Осман I правит небольшим тюркским владением на северо-западе Анатолии. Его преемники в результате серии блестящих завоеваний создают Османскую империю с центром на территории нынешней Турции. Позднее османы продвигаются на Балканы, завоевывая Болгарию, Сербию и Боснию. Со временем многие местные жители принимают ислам, привлеченные экономическими выгодами, правовыми привилегиями и возможностью служить в османском управлении. В 1453 году султан Махмед II берет Константинополь. Сердце Восточной Римской империи и православного христианства становится столицей исламской османской державы. В Юго-Восточной Азии влияние ислама продолжает менять религиозную картину. Правитель Малакки в 1414 году обращается в ислам, принимает титул султана под именем Искандара Шаха и провозглашает ислам государственной религией. Торговые связи и союзы нового султаната способствуют дальнейшему распространению ислама в регионе. В 1478 году возникает султанат Димак, первое крупное мусульманское государство на Яве. Тем временем в Европе Гранада, последний мусульманский оплот на Пиренеях, падает под ударами христианских войск в 1492 году. Это знаменует конец почти 8 веков мусульманского правления в Испании. Испанские мусульмане и евреи сталкиваются с насильственным обращением в католицизм и в конечном счете с изгнанием. В 1501 году шах Исмаил I завоевывает Персию, основывает сефевидскую династию и провозглашает двунадесятнический шиизм государственной религией. Поэтому и сегодня Иран преимущественно шиитская страна. В 1517 году османский султан Селим I покоряет Египет и Хиджаз. Оказавшись властителем двух святейших городов ислама – Мекки и Медины, он объявляет себя новым халифом. Этот титул будут носить османские султаны примерно следующие 4 столетия. В 1526 году Бабур, потомок Чингисхана, разгромив Делийский султанат, закладывает основы мусульманской Могольской империи, которой предстоит править значительной частью Индии с ее индуистским большинством на протяжении 2 последующих веков. Но в других местах появляются признаки ослабления мусульманской мощи. Русские сокрушают Казанское, Астраханское и Сибирское ханство.
Тем временем османское морское могущество впервые терпит серьезный удар в битве при Лепанто. Предел расширения османской державы наступит столетием позже, при неудачной осаде Вены. С этого времени две великие мусульманские империи, османская и могольская, все чаще сталкиваются с внутренними расколами и внешними противниками. В Аравии XVIII века возникает реформаторское движение ваххабизма, отличающееся критическим отношением к многим традиционным верованиям и практикам ислама. Оно приобретает политическое влияние благодаря союзу с домом Аль-Сауд, правителями первого саудовского государства. XIX век – эпоха стремительного европейского колониализма. Среди его целей – Алжир, Египет, Судан и, на рубеже веков, Ливия. Во многих местах ислам становится мощным фактором сопротивления христианским колонизаторам. Колониализм также способствует зарождению нового фундаменталистского течения салафизма, стремящегося к возвращению к практике ранней мусульманской общины. Часть его сторонников прибегнет к вооруженному джихаду, выступая против тех, кого они считают захватчиками и угнетателями мусульман. После поражения Османской империи в Первой мировой войне турецкий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк пытается направить страну к более светскому будущему. В рамках этого курса он в 1924 году упраздняет османский халифат, институт, в рамках которого титул халифа османские правители удерживали на протяжении 4 столетий. Политические землетрясения XX века, мировые войны, коммунистическая революция и деколонизация глубоко меняют политическую карту исламского мира. В августе 1945 года Индонезия объявляет о независимости от нидерландского колониального правления. Она становится страной с крупнейшим в мире мусульманским населением. По мере свертывания Британской империи она оставляет после себя новые линии раздела. В 1947 году раздел Индии приводит к созданию мусульманских государств – Западного и Восточного Пакистана, причем последнее впоследствии становится Бангладешем. В 1948 году новое еврейское государство Израиль провозглашается на территории бывшей британской подмандатной Палестины. В 1979 году Иранская революция свергает шаха и учреждает шиитскую исламскую республику во главе с аятоллой Хамейни. В конце XX века исторические и колониальные связи и экономическая миграция ведут к росту мусульманских общин по всей Западной Европе и Северной Америке. Мусульмане становятся неотъемлемой частью культурного ландшафта Запада. И в то же время на глобальной арене возникают новые очаги напряженности. В 2001 году исламистская сеть Аль-Каида осуществляет нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке. Внезапно во многих западных странах ислам начинают воспринимать как угрозу. Часть СМИ и политиков его демонизирует. Увеличивается разрыв между тем, как большинство мусульман видит свою веру, и тем, как ее представляют на Западе. Напряженность, связанная с религиозным и политическим экстремизмом на Западе, сохраняется до наших дней. Имеют место и серьезные конфликты между государством и отдельными мусульманскими группами в России и Мьянме. Продолжаются преследования в Китае, и обостряется конфликт между Израилем и Палестиной. Это не первые кризисы в 1400-летней истории ислама. Истории, в которой религия проявила поразительную стойкость и адаптивность.
Принесенный купцами и завоевателями, ислам распространился в дальние края, от Пиренейского полуострова до Индонезии, объединяя народы и вдохновляя расцвет великих цивилизаций. Рассматриваем ли мы это через призму веры или истории, восхождение ислама – одно из самых примечательных путешествий нашего общего прошлого. Сегодня его наследие живет в 1,9 миллиарда мусульман на Земле. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Виталу, Лорду Рету, Ивану Семкову, Олегу Резникову, Виктору Уманцу, Жозефу Божичу и Риму Хасанову.